Ну что, мои дорогие друзья, и снова здравствуйте, говорю я вам. Искренне надеюсь на то, что вы успеваете просматривать весь публикуемый мной на канале материал и готовы с новыми силами и стремлением смотреть мой новый выпуск, который, кстати, посвящен первой в истории платформе IDO, управляемой сообществом и построенной на блокчейне Solana. И называется эта платформа, как вы уже все заметили, исходя из названия и превью к этому видео, Parasol Finance. Знаю, за последний год на рынке криптовалют появилось немало площадок для IDO, однако Parasol Finance есть чем нас удивить и порадовать. Ведь, как я уже сказала, Parasol Finance стремится стать первой в истории платформой IDO, которая не просто принадлежит сообществу, но и управляется им же. То есть само сообщество Parasol Finance будет осуществлять контроль над тем, какие проекты выдвигать и какие смогут быть перечислены на платформе и участвовать тем самым в IDO. В отличие от других платформ, где все решения принимает команда, имеющая полный контроль над тем, какие проекты перечислять на своей площадке и каким проектам разрешено собирать деньги на платформе. А так как, насколько мы все с вами знаем, что держатели токенов и многие другие активные члены сообщества напрямую зависят от управленческих решений, да и самих листингов IDO, то существующая команда Parasol Finance решила дать им абсолютное право голоса в том, какие проекты должны быть размещены на платформе Parasol Finance. И я уверена, что многие со мной из вас согласятся, что звучит все это уже весьма крайне здорово. Однако, если мы глубже посмотрим на Parasol Finance, то поймем, что в нем еще есть такое, что способно принести нам куда больше пользы. И как вы, быть может, уже догадались, ключевую полезность для всех пользователей будет нести владение токенами самой платформы Parasol, которая называется PSOL. Отмечу, что только владея данными токенами, вы сможете обладать правом голоса и участвовать во всех IDO. По сути, владея токенами PSOL, вы имеете шанс стать частью быстрорастущей экосистемы и сообщества в целом, которое, я напомню, и будет самым прямым образом оказывать влияние на внедрение новых проектов и протоколов в Parasol. Но и это еще не все, так как еще одной уникальной системой Parasol Finance является NFT-ключи, которые может приобрести любой из вас за токены платформы PSOL. Как видите, всего будет 4 ключа, каждый из которых друг от друга отличается не только по цене, названию, но и еще по периодам динамического вестинга, который постепенно сокращается от 12 до 4 недель. Также, как вы уже, быть может, заметили, от цены NFT-карточки будет зависеть еще и гарантированное выделение суммы в долларах относительно количества PSOL токенов на момент участия в том или ином IDO. То есть, например, покупая себе NFT-карточку Rider стоимостью в 2100 PSOL токенов, вы получаете гарантированное выделение суммы 2100 PSOL в долларах на момент участия в IDO и так далее. То есть, чем дороже у вас NFT-карточка, тем больше аллокации вы получите, что, собственно, логично. И как вы понимаете, данная отличительная черта позволит еще сильнее выделить Parasol Finance из общей массы существующих платформ, предоставив сообществу еще больше пользы. И что самое интересное, этими ключами вы легко сможете торговать, как и другими NFT-объектами, представляющими собой искусство, музыку, видеоигры и много чего другого. Что, как по мне, опять-таки звучит очень круто. Но и это еще не все, чем нас готов порадовать Parasol Finance. Также в рамках данной экосистемы будет доступен еще и свап, в рамках которого вы сможете произвести обмен одних токенов на другие, а также стейкинг и многие другие полезные инструменты, которые помогут вам не только создавать свою монету, осуществлять airdrop tool, но и использовать NFT Mint и Drop, а также Market Maker. Доступны же все эти инструменты, как мы видим, также будут уже совсем скоро. А пока мы можем посетить технический документ Parasol Finance, в котором, как мы видим, описываются не только существующие проблемы многих площадок для IDO, собственно, которые и решает Parasol Finance, но и многие другие аспекты и преимущества, которые выделяют данную площадку на фоне других. К тому же в рамках технического документа мы можем увидеть еще и формулы распределения, а также токеномику самого проекта, ну и, конечно же, дорожную карту, из которой, как мы видим,
уже в самое ближайшее время состоится очень много важных и значимых для развития Parasol Finance событий, следить за которыми я, как всегда, рекомендую посредством официальных соцсетей, присоединиться к которым вы можете всего в пару кликов, перейдя по ссылкам, указанным в описании под этим видео. Более того, присоединяясь к соцсетям, вы имеете шанс всегда одними из первых узнать всю самую актуальную информацию о Parasol Finance, а также всех его новостях и обновлениях. Одним словом, дорогие друзья, не теряйте время зря, а скорее переходите по ссылкам и знакомьтесь с Parasol Finance более подробно, уже и самостоятельно, так как уверена, эта уникальная платформа IDO однозначно этого заслуживает. А что по этому поводу скажете вы? Напишите свои мысли на этот счет в комментариях. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на мой канал, если вы это еще по каким-то причинам не сделали. А пока, как всегда, желаю всем вам хорошего дня и настроения, ведь с вами по-прежнему была я, ваша криптоледи. Удачи и пока-пока!